город Барнаул в лучах восходящего солнца. Здравствуйте, но мы в Барнауле. Это, вы удивитесь, но это улица Ленина. Это большая центральная улица, по ней ходят трамваи, троллейбусы. И идет она, эта улица, прям до набережной и до речного порта. А это площадь Октября. Здесь много всяких интересных зданий. И вот такой памятник, сеятель называется, переселенцам на Алтай. Хороший город такой, просторный. Ну, по крайней мере, та часть улицы Ленина, по которой мы прошли. Наш отель находится как раз на ней. Здесь же, на площади Октября, Октябрьской площади, есть вот такое здание Российского театра Алтая. Он является доминантой этой площади. Напротив него находится улица Строителей. Это улица, которая ведет на ЖД вокзал. Ну, то есть любой приезжающий на поезде идет по этой улице и упирается в театр. А это дом под шпилем. Тут же, на Октябрьской площади, 1937 года постройки. Шпиль 15 метров. На последних этажах живут люди, там квартиры, в основном выдавались там героям труда, героям Советского Союза и так далее. На первых двух этажах магазины и офисы. Продолжаем идти по улице Ленина. Хорошая такая сталинская застройка. Красивые монументальные дома, учреждения, голубое небо и солнышко. Алтайский государственный университет. И вот, наконец-то, памятник Ленину. Как же без него на улице Ленина. И какое-то явно государственное учреждение. С этой стороны бульвар с фонтанами. Но фонтаны, похоже, моют, готовят уже к зимнему сезону. И здесь же, на этой площади, находится нулевой километр. Очередной нулевой. Начало автодорог Алтайского края. В виде вот такой вазочки. Здесь идут знаки зодиака почему-то. Ну и обозначено, где север, где юг. И все такое. Памятник Ползунову. И технический университет. 1937 год. Написана аптека. А ниже какая-то местная религиозная организация Римско-католической церкви города Барнаула. Мы продолжаем идти дальше по улице Ленина. Хорошая, широкая улица, зеленая. Много всяких сквериков. И посередине идет такой бульвар. Никольская церковь 1906 года постройки. Отреставрирована с 1992 года. А это современный дом, но с названием. Его называют «Три богатыря». Еще один памятник Ленину на улице Ленина. Показывает вот на то здание. Мы идем дальше. Что «Динамо» бежит. В Барнауле есть стадион «Динамо». Театр Родина. Очень похож на кинотеатр на метро Семеновской. Там тоже Родина. Может, проект один. И тут же напротив кинотеатра Вечный огонь и Стелла. Дома пошли поменьше. Здесь более старинная застройка.
Бывшее духовное училище. Сейчас это здание принадлежит епархии. Ну, короче говоря, Горно-Алтайский патриарх здесь сидит. А это здание Государственной Думы местной, городской думы. Это бывший особняк генерал-губернатора. Целый красный квартал. Это жилой дом и какие-то уникальные ворота въездные в городскую усадьбу. А это торговый дом красный. Дом купца Полякова. А это улица Ленина. Какой же город без нашего всего? Пушкин собственной персоной. И имеется кувшин, он же амфора, в связи с 250-летием города Барнаула. А сейчас, между прочим, ему будет 290. Кувшин из яшмы. Наконец-то покинули улицу Ленина и стали появляться настоящие барнаульские домики. Красивые. До постройки по генплану улицы Ленина. Небольшой сквер политическим репрессиям, посвященный жертвам. А вот и памятник жертвам политических репрессий. Называется «Прощание». И такой небольшой сквер. И ни единой лавочки здесь нет в этом сквере. И вот еще один памятник Ползунову. Я посмотрю, кто это. И, наконец-то, долгожданная лавочка. Все это в окружении двухэтажного Барнаула. Совсем немного мы отошли от улицы Ленина. И здесь уже вот такие домики. Но просторы наши, российские. Площади широкие, улицы тоже. Зачем носить здесь маски? Здесь можно строем идти и не соприкасаться. Каждый будет на расстоянии 1,5 метра и не столкнется друг с другом. Изобретатель первого в мире двухцилиндрового парового двигателя и вообще первого парового двигателя в России. Родился в 1728 году, а умер в 1766 году в возрасте 38 лет. Умер здесь, в Барнауле. Бывшее здание женской гимназии города Барнаула. Вот старый домик с кафе, старый город, ломбардом и прочими. А это площадь Свободы. Раньше она называлась Соборной площадью. Вот здесь сохранились еще какие-то интересные дома. И зайдем в музей «Горная аптека». Вот это старый город. Это здание горной аптеки. Она существовала здесь еще со времен Демидов. И начальник Луганско-Хитинских заводов Гаврил Семенович Качка предложил первому архитектору Андрею Ивановичу Молчанову возвести здание заново. То есть на этом плане нужно дать фасад здания первого. Такие рецепты. Здание выполнено в стиле классицизма или ампира. Настоящая аптечная мебель. Лампуки. Весы. Касса. Грудной чай. Можно было позвонить в колокольчик и вызвать фармацевта. Инструменты. Ну и множество всяких пузыречков. И умные книги, конечно же.
поднимаемся на второй этаж. Здесь вот что? Микроскоп. Это офтальмолога. Инструменты. Линзочки. Практически не изменилось. Ой. Здесь кто-то работает. Всякие штучки. Даже что-то типа мясорубки. Ага. Ступы. Ступы каменные. Ступы металлические. Улица, где находится горная аптека, очень много интересных старинных домов. Здесь же находится краеведческий музей. Вход бесплатный. Понедельник и вторник выходной. А это чертежная горного округа. Конец 19 века. Деревянный дом. Парк культуры Центральный. С фонтаном. И лавочками. Пешеходная зона. Местный Арбат. Здесь находится старый рынок, старый базар. И вот немножечко старых зданий. Опять вышли на улицу Ленина. Это самый конец, вернее, начало ее. И дальше пойдем в сторону набережной. Ведь здесь же есть река. Встречает Знаменский храм. 1 час 20 минут. Это речной вокзал Барнаула. Это река Обь. А я была уже на Оби. Где? Где я была? А, в Новосибирске, точно. Ну вот и кораблик. А вот и мост. Теперь пешком пройдемся по набережной. На каким-то кусочкам таким здесь, но тем не менее очень красиво и обустроено. И опять против солнца. Не забываем, я ж в Сибири. Дело туристическое. Если есть лестница, на нее надо подняться. Хорошо, что здесь есть лавочки. В принципе, можно отдохнуть. В высоте я сейчас, но нужно подниматься выше. Это Барнаул с обратной стороны, но можно подняться еще выше. Последние ступенечки. Ура! Я в Нагорном парке. Это там, за рекой. Теперь я знаю, что там за рекой. Ничего. Здесь церковь. И такая зона отдыха с лавочками. Получается специальное место, чтобы встречать закат.
потому что солнце закатывается как раз с этой стороны, и вот все лавочки смотрят в этом направлении. Здесь кладбище, и вот могила публициста Сибири. Я не знаю, кто это. Такой вид на город был в 19 веке. И вот такой с этой точки сейчас. Все-таки мост — это сила. До этого здесь паром был. Там и сейчас есть паромная переправа, но мост — это жизненная необходимость.